Майкл Ньютон. Путешествие души. Жизнь между жизнями. На канале Мыслеформс Татьяны Тор. Взгляните на все глазами бессмертной души. Глава 2. Врата в духовный мир. В течение многих тысячелетий жители Месопотамии верили, что небесные врата находятся в противоположном конце большого изгиба Млечного Пути, называемого рекой душ. И после смерти души ждут открытия дверей Стрельца в дни осеннего равноденствия, когда день и ночь равны. Реинкарнация или возвращение на Землю, согласно этой концепции, могла произойти лишь во время весеннего равноденствия через выход в созвездие Близнецов в их ночном небе. Мои субъекты рассказывают мне, что на самом деле миграция души происходит намного проще. Эффект туннеля, который они переживают, покидая Землю, является вхождением в духовный мир. Хотя души покидают свое тело быстро, вхождение в духовный мир представляется мне тщательно выстроенным и неторопливо происходящим процессом. Позже, когда мы возвращаемся на Землю в другую жизнь, путь назад, по рассказам моих субъектов, значительно короче. Разные субъекты по-разному описывают место расположения туннеля относительно Земли. Некоторые только что умершие люди видят туннель открытым, расположенным прямо над их телом, в то время как другие рассказывают, что им приходится подниматься высоко над землей, прежде чем они могут войти в этот туннель. Во всех случаях, однако, этот отрезок времени незначителен для души, покинувшей Землю. Ниже приводится наблюдение одного из моих субъектов. Случай 3. Доктор Ньютон. Сейчас вы покидаете свое тело. Вы видите, как все дальше и дальше удаляетесь от места, где вы умерли, все дальше от поверхности Земли. Расскажите мне, что вы сейчас испытываете? Субъект. Сначала было очень ярко рядом с Землей. Теперь стало немного темнее, потому что я вошел в туннель. Доктор Ньютон. Опишите мне этот туннель. Субъект. Он пустой, темный проход, и в другом конце виден маленький кружок света. Доктор Ньютон. Хорошо. Что дальше с вами происходит? Субъект. Я чувствую тягу, мягкое затягивание. Я думаю, что должен двигаться по этому туннелю, и я продвигаюсь. Теперь здесь не темно, а скорее сумрачно, потому что яркий кружок света растет и приближается. Это как если бы... Пациент замолкает. Доктор Ньютон. Продолжайте. Субъект. Меня зовут вперед. Доктор Ньютон. Пусть кружок света увеличивается перед вами в конце туннеля, а вы продолжаете объяснять, что с вами происходит. Субъект. Кружок света становится очень большим, и я вышел из туннеля. Здесь приглушенная яркость, легкий туман. Я просачиваюсь сквозь него. Доктор Ньютон. После того, как вы вышли из туннеля, что еще ощутили вы в своем уме, помимо того, что нет абсолютной зрительной ясности? Субъект. Понижает голос. Это такой покой, так спокойно. Я нахожусь в мире душ.
Доктор Ньютон, имеются ли у вас, как у души, в данный момент какие-нибудь еще впечатления? Субъект. Мысль. Я чувствую силу мысли вокруг меня. Доктор Ньютон, полностью расслабьтесь, и пусть ваши впечатления легко проявляются по мере того, как вы будете в точности рассказывать мне все, что происходит с вами. Пожалуйста, продолжайте. Субъект. Это трудно выразить словами. Я чувствую мысли любви, братства, симпатии. И все это соединено с предчувствием, словно другие ждут меня. Доктор Ньютон, чувствуете ли вы себя в безопасности или немного испуганы? Субъект. Мне не страшно. Когда я был в туннеле, я был более дезориентирован. Да, я чувствую себя в безопасности. Я осознаю долетающие до меня мысли, заботу, поддержку. Странно, но вокруг меня присутствует также понимание того, кто я и почему сейчас я здесь. Доктор Ньютон, видите ли вы какие-нибудь проявления этого? Субъект. Вполголоса. Нет, я чувствую это. Гармонию мысли повсюду. Доктор Ньютон, вы упоминали о появлении облачной субстанции вокруг вас сразу после выхода из туннеля. Вы в небе над землей? Субъект. Пауза. Нет, не так. Но кажется, я плаваю в облаках, которые отличаются от земных. Доктор Ньютон, видна ли вам вообще Земля? Есть ли она под вами? Субъект. Может быть, есть, но я не видел ее с тех пор, как вышел в туннель. Доктор Ньютон, чувствуете ли вы, что все еще связаны с Землей, возможно, через другое пространство? Субъект. Есть такая вероятность, да. В моем уме Земля кажется близкой, и я все еще чувствую связь с Землей, но я знаю, что я в другом пространстве. Доктор Ньютон, что еще вы можете мне рассказать о своем теперешнем местопребывании? Субъект. Здесь немножко неподвижно, сумрачно, но я перемещаюсь дальше и удаляюсь отсюда. Этот конкретный субъект, пройдя через опыт смерти и через туннель, продолжает достаточно спокойно в своем уме приспосабливаться к своему бестелесному состоянию, уносясь при этом все дальше в мир душ. Первые впечатления этого пациента после первоначального ощущения неопределенности говорят о присутствующей там чувстве благополучия. Обычно это испытывают все мои субъекты. В своем путешествии в мир душ наши души, прошедшие через туннель, уже оставили позади входные врата. Большинство теперь полностью осознают, что они на самом деле не умерли, а просто освободились от бремени земного тела. Оно умерло. Вместе с этим пониманием приходит принятие этого факта, и степень этого принятия зависит от души. Наиболее типичная реакция из всех, которые я наблюдал, это вздох облегчения, за которым следует что-то вроде «О, замечательно! Я снова дома, в этом прекрасном месте». Есть и высокоразвитые души, которые так стремительно выходят из своего тела, что многое из того, что я описываю здесь, воспринимается ими довольно смутно, когда они возвращаются назад, к изначальному месту своего духовного обитания. Они своего рода специалисты, и, по моему мнению, таких душ довольно мало на Земле. Обычные души уходят не так быстро, а некоторые даже очень неохотно. Я считаю, что такие крайне встревоженные души
отчаянно пытающийся сохранить связь со своим умершим телом, представляет собой, как правило, категорию более молодых душ, имеющих всего несколько прошлых жизней, и после смерти сохраняющих привязанность к земной среде обитания. Большинство моих субъектов сообщают, что когда они выходят из туннеля, все вокруг какое-то время еще остается неясным. Я думаю, что это из-за плотности ближайшего астрального плана, окружающего Землю. Следующий случай описывает эту область с точки зрения более интеллектуального пациента. Душа этой личности, рассказывая о своих наблюдениях, демонстрирует значительную глубину постижения формы, цвета, уровня вибрации. Обычно такие детальные описания мои субъекты дают позже, когда проникают дальше в мир душ, после того, как успевают привыкнуть к новому окружению. Случай 4. Доктор Ньютон. Как можно подробнее опишите, что вы видите вокруг себя, удаляясь от туннеля? Субъект. Вещи в виде слоев. Доктор Ньютон. Каких слоев? Субъект. Вроде пирожного. Доктор Ньютон. На примере пирожного объясните, что вы имеете в виду. Субъект. Я хочу сказать, что некоторые пирожные имеют узкий верх и расширяются к низу. Все это похоже на то, что я наблюдал, проходя через туннель. Я вижу слои, уровни света. Они кажутся мне полупрозрачными, зубчатыми. Доктор Ньютон. Видите ли вы плотные структуры здесь, в мире душ? Субъект. Я и пытаюсь это объяснить. Это не плотная субстанция, хотя сначала так может показаться. Она состоит из слоев. Уровни света сплетены все вместе, в многослойные нити. Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что вещи несимметричны. Они симметричны. Но я вижу различную толщину слоев и различное преломление цвета в этих слоях. Они также смещаются то назад, то вперед. Я всегда замечаю это, когда удаляюсь от Земли. Доктор Ньютон. Почему, по-вашему, так происходит? Субъект. Я не знаю. Я этим не занимался. Доктор Ньютон. Из вашего описания я могу представить мир душ как огромный многоярусный вертикальный ряд, с затененными сечениями сверху донизу. Субъект. Да, и сечения округлые. Они отклоняются в сторону от меня, когда я проплываю через них. Доктор Ньютон. Наблюдая свои позиции, можете ли вы рассказать мне, какие цвета имеются в слоях? Субъект. Я не говорил, что слои имеют различные оттенки цветов. Все они вибрации белого цвета. Здесь, где я сейчас прохожу, светлее, ярче, чем там, где я был. Вокруг меня сейчас затуманенный белый, который намного ярче, чем был в туннеле. Доктор Ньютон. Когда вы проплываете через эти духовные слои, ваша душа движется вверх или вниз? Субъект. Ни то и ни другое. Я двигаюсь поперек, насквозь. Доктор Ньютон. Хорошо. В таком случае, видите ли вы мир душ в данный момент в линейном измерении, в линиях и углах, когда движетесь поперек? Субъект. Пауза. Для меня это главным образом простирающаяся нематериальная энергия, которая разбита на светлые и темные слои в различных цветовых вариациях. И я думаю, что что-то втягивает меня внутрь моего уровня продвижения, а также пытается расслабить меня. Доктор Ньютон. Каким образом?
Субъект. Я слышу звуки. Доктор Ньютон. Какие звуки? Субъект. Эхо музыки, музыкального перезвона, музыки ветра, вибрирующей с моими движениями, такой расслабляющий. Доктор Ньютон. Другие люди определяли эти звуки как вибрационные по своей природе, подобные резкому звуку камертона. Согласны ли вы с этой характеристикой? Субъект. Кивает. Да, это именно так. И я также помню запах и вкус. Доктор Ньютон. Означает ли это, что наши физические чувства сохраняются после смерти? Субъект. Да, память о них. Волны музыкальных звуков здесь так прекрасны. Колокольчики, струны. Такой покой. Многие мои субъекты, путешествующие по миру душ, сообщают о расслабляющих ощущениях музыкальных вибраций. Шумовые ощущения возникают вскоре после смерти. Некоторые субъекты рассказывают, что сразу после оставления физического тела слышат гудящие или жужжащие звуки. Они подобны шуму, который можно слышать рядом с телеграфными столбами, и уровень громкости может варьироваться, пока душа еще находится в пределах той сферы, которая, на мой взгляд, является астральным планом Земли. Люди рассказывают, что они слышат такие же звуки, когда находятся под общим наркозом. Эти громкие, но глухие звуки становятся более мелодичными, когда мы выходим из туннеля. И музыку эту назвали соответственно энергией Вселенной, потому что она оживляет душу. Что касается рассказов субъектов о духовных слоях, то я бы указал на вероятность того, что они видят астральные планы. В метафизических книгах мы много читали о различных планах над Землей. В древних писаниях, начиная с индийских вед и далее в более поздних восточных текстах, астральные планы представлены как ряд пространств или измерений, поднимающихся вверх над физическим, осязаемым миром, которые постепенно переходят в мир духовный. Люди, имевшие опыт внетелесного ментального созерцания во время медитации, воспринимали эти невидимые сферы на протяжении тысячелетий. Как сказано в этих описаниях, по мере удаления от тяжелых вибраций Земли, эти астральные планы становятся менее плотными. Следующий случай представляет душу, которая все еще встревожена после прохождения через духовный туннель. Это человек, который в возрасте 36 лет умер от сердечного приступа на улице Чикаго в 1902 году. Он оставил после себя большую семью, маленьких детей и жену, которую сильно любил. Они были очень бедны. Случай 5. Доктор Ньютон. Можете ли вы уже отчетливо различать то, что вас окружает после того, как вы вышли из туннеля? Субъект. Я все еще прохожу через эти пенистые облака вокруг меня. Доктор Ньютон. Я хочу, чтобы вы продолжили свой путь через них и рассказали мне, что вы видите. Субъект. Пауза. О, я вышел из них. Боже мой, какое просторное место, такое яркое и чистое. Оно даже хорошо пахнет. Я смотрю на прекрасный ледовый дворец. Доктор Ньютон, расскажите подробней. Субъект. Изумленно. Он огромен. Он выглядит как яркий искрящийся кристалл. Словно цветные камни сияют вокруг меня. Доктор Ньютон. Когда вы говорите «кристалл», мне представляется чистый цвет. Субъект. Ну, здесь преимущественно серые и белые. Но когда я проплываю вперед, я вижу другие цвета.
мозаичное, все блестит. Доктор Ньютон, посмотрите вдаль изнутри этого ледового дворца. Видите ли вы какие-нибудь границы? Субъект. Нет, это пространство бесконечно, такое величественное и тихое. Доктор Ньютон, что вы сейчас чувствуете? Субъект. Я не могу полностью насладиться этим. Я не хочу идти дальше. Мэгги – это вдова субъекта. Доктор Ньютон, я вижу, что вы все еще беспокоитесь о жизни в Чикаго, но препятствует ли это вашему переходу в духовный мир? Субъект подскакивает прямо в кресле. Здорово! Я вижу, что мой гид-проводник направляется ко мне. Она знает, что мне нужно. Доктор Ньютон, расскажите мне, что происходит между вами и вашим гидом-проводником. Субъект. Я говорю ей, что не могу идти дальше, что я должен быть уверен, что с Мэгги и детьми будет все в порядке. Доктор Ньютон. И что отвечает ваш гид-проводник? Субъект. Она успокаивает меня, но я чувствую себя слишком подавленно. Доктор Ньютон. Что вы ей говорите? Субъект. Громко. Я говорю ей, как вы позволили этому случиться? Как вы могли так поступить со мной? Вы заставили нас с Мэгги пройти через боль и лишение, а теперь и разъединили нас. Доктор Ньютон. Что делает ваш гид-проводник? Субъект. Она пытается успокоить меня. Говорит мне, что я хорошо поработал и могу увидеть, что все идет по намеченному курсу. Доктор Ньютон. Принимаете ли вы то, что она говорит? Субъект. Пауза. У меня в уме появляется информация о будущем на Земле, что моя семья справляется без меня, смирившись с тем, что я умер. Все будет в порядке, и мы снова увидим друг друга. Доктор Ньютон. И что вы при этом чувствуете? Субъект. Я чувствую покой. Вздыхает. Да, теперь я готов идти. Прежде чем коснуться значения встречи субъекта со своим гидом-проводником, я хочу остановиться на его интерпретации духовного мира, как ледового дворца. Продвигаясь дальше в мир душ, мои субъекты будут рассказывать о том, что видят здания или находятся в хорошо меблированных комнатах. Состояние гипноза само по себе не создает эти образы. С логической точки зрения, люди не должны были бы вспоминать о таких физических конструкциях в нематериальном мире. Разве что мы можем предположить, сцены естественного земного окружения предназначены для того, чтобы помочь душе пережить переходный этап после физической смерти. Эти картины имеют индивидуальные значения для каждого субъекта. Все они после оставления физического тела находятся под воздействием своего земного опыта. То, что душа видит в мире душ образы, имеющие отношение к местам, где она жила, или которые посещала на земле, имеют свою причину. Незабываемые картины дома, школы, сада, горы или берега моря открываются душам благодаря тому, что духовная сила великодушно дает нам возможность успокоиться, созерцая знакомые земные образы. Наши планетарные воспоминания никогда не умирают, они навечно запечатляются в памяти души, как сказочные сны, так же, как образы духовного мира живут в нашем уме. Мне очень нравится слушать описание образов, которые возникают у субъектов в духовном мире сразу же после того, как они туда попадают. Они могут видеть поля цветов, возвышающиеся вдали башни замков или радугу в открытом небе, словно они вернулись в свое любимое место
после долгого отсутствия. Похоже, что эти первые эфирные земные картины в духовном мире не слишком меняются от жизни к жизни, хотя описания могут несколько варьироваться. Я заметил, что по мере того, как субъект продвигается дальше в духовный мир, продолжая описывать различные функциональные аспекты духовной жизни, его комментарии становятся более однородными и неизменными. В последнем случае представлена довольно неустоявшаяся душа, тесно связанная с другой, близкой ей душой, Мэгги, которая осталась на земле. Несомненно, некоторые души несут в себе негативный багаж трудной прошлой жизни дольше, чем другие, несмотря на успокаивающее влияние мира душ. Большинство людей полагают, что все души становятся всезнающими после смерти. Это не совсем так, поскольку период адаптации у разных душ варьируется. Время адаптации души зависит от обстоятельств смерти, привязанности каждой души к воспоминаниям о только что окончившейся жизни и от уровня ее развития. Я часто слышу гнев в словах субъектов, прошлая жизнь которых внезапно оборвалась в молодом возрасте. Такие души, вернувшись в мир душ, нередко испытывают замешательство и растерянность из-за того, что им неожиданно пришлось оставить людей, которых они любили. Они не готовы к смерти, и некоторые сразу после оставления своего физического тела испытывают чувство печали и потери. Если душа травмирована из-за того, что оставила незавершенные дела, то обычно первое существо, которое она видит сразу после смерти, это ее гид-проводник. Эти в высшей степени развитые духовные учителя готовы принять на себя взрыв негодования или разочарования души, потрясенной своей безвременной кончиной. Субъект 5 в конечном итоге нормально адаптировался в мире душ, дав возможность своему гиду-проводнику помочь ему в его путешествии. Однако, как я выяснил, при входе в мир душ наши гиды-проводники не занимаются проработкой наших ментальных расстройств. Для этого, то есть для подробного обзора кармических уроков жизни и смерти, есть специальное время и место, о чем я буду рассказывать позже. В случае 5 гид-проводник предложил субъекту сжатую визуализацию будущих событий на Земле в связи с его женой и детьми, как средство утешения, чтобы он мог продолжить свое путешествие в более позитивном настроении. Несмотря на различные состояния ума моих субъектов сразу после смерти, их речи полны восторженных восклицаний о заново открывшихся чудесах духовного мира. Обычно это чувство сопровождается эйфорией, так как их мирские заботы теперь позади, особенно физическая боль. Помимо всего прочего, мир душ представляется местом высшего покоя для путешествующей души. Хотя на первый взгляд может показаться, что сразу после смерти мы оказываемся в одиночестве, на самом деле мы не остаемся в изоляции или без поддержки. Невидимые разумные силы и энергии ведут каждого из нас через эти врата. Души, вновь прибывающие в мир душ, имеют мало времени для того, чтобы плавать вокруг, недоумевая, где они находятся и что с ними будет дальше. Наши гиды-проводники, а также друзья и близкие ждут нас около входных врат, чтобы наполнить нас пониманием, любовью и уверенностью в том, что с нами все будет в порядке. В действительности мы чувствуем их присутствие с самого момента смерти, потому что наша адаптация в значительной степени зависит от влияния этих доброжелательных существ на нас.